Всем доброго времени суток! Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля, мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков, гостей на своем канале, также постоянных зрителей, подписчиков. Спасибо за ваши отзывы, за ваши комментарии. Я сегодня к вам вот с такими ниточками. Кто уже давно на канале, помнит, что я такими ниточками вязала детскую юбочку. Да? Но юбочка, конечно, универсальная, вы можете ее и, так скажем, перенести на взрослую юбочку. Я вот здесь вот сверху оставлю ссылочку на юбочку. У нее 3 части, также смотрите, если что, вяжите. Итак, что это за ниточки? Упаковочки у меня, к сожалению, от нее не осталось, но ниточки эти называются Ярнард Виолет. Так? Здесь получается метраж в 50 граммах 282 метра. Это 100% мерсеризированный хлопок. И нам советуют брать крючок производителей. Смотрите, 2,5 миллиметра. Но я возьму 2 миллиметра. Так, буду вязать крючком 2 миллиметра. Вот. Вы в свою очередь берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчик универсальный, подойдет под любую пряжу. Кому понравится данный цвет, на камеру передается такой, какой он и есть. Вот с таким же блеском. Цвет 63, видите, 13. Вот так вот я записала, да? 63, 13. Узорчик несложный. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 15 петелькам. Я, получается, наберу 3 раппорта и дополнительно наберу еще 5 петелек, 4 петельки с одной стороны, 1 петельку с другой стороны, чтобы у меня ровно закончился мой образец. Итак, значит, получается, я буду набирать аж целых 50 петелек. Все как всегда. В начале у нас петелька фиксации. При наборе петелек мы эту петельку не считаем. А вот теперь 50 воздушных петелек. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Вот мой будущий образец. Далее, как во многих узорчиках, да, я рекомендую, особенно новичкам, сделать вспомогательный ряд, чтобы не запутаться в воздушных петельках. Ряд будет состоять из столбиков с накидом. Итак, 3 петельки подъема. Раз, два, три. Теперь аккуратненько отсчитываем от крючка 5-ю петельку. Раз, два, три, 4, 5. Накид. И в 5-ю петельку ныряем. Аккуратненько берем, ныряем и провязываем столбик с накидом. По 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И вот так вот шагаем в каждую петельку аккуратненько и провязываем столбик с накидом. В дальнейшем, когда будем вязать узорчик, мы не запутаемся в наших воздушных петельках. Итак, провязывайте и сами себя контролируйте. Если я сделала 50 воздушных петелек, набрала, то у меня должно получиться 50 столбиков с накидом. Вы в свою очередь смотрите, сколько вы набрали петелек, у вас должно получиться столько же и столбиков. И смотрите, самый, получается, первые вот эти 3 петельки, которые мы с вами набирали, да, это и тоже имитация столбика с накидом. Считаем за столбик. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 столбиков я уже набрала. Давайте до конца ряда самостоятельно. В конце ряда я вас встречаю. Договорились? Давайте, несложно у вас получится. Так, смотрите, вот наши аккуратненькие столбики готовы. Да? Теперь приступаем непосредственно к узорчику. Итак, для начала делаем 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И смотрите, дальше шагаем, получается, по верхушкам столбиков и провязываем следующие, получается, столбики. 3 столбика с накидом. Раз столбик с накидом. Следующий 2 столбик с накидом. Следующий 3 столбик с накидом. Итого получается у нас с вами вместе с первыми 3 петельками подъема получилось 4 столбика с накидом. А далее, смотрите, делаем накид и в следующий столбик провязываем сразу же в один столбик 3 столбика. Раз столбик с накидом. Сюда же еще раз столбик с накидом 2. И сюда же столбик с накидом 3. Поняли, да? Вот так вот получится. 3 столбика за верхушку одного столбика ниже стоящего ряда. Далее пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5-й столбик провязываем точно так же. 3 столбика с накидом вместе.
Раз столбик с накидом. Сюда же, видите, еще один столбик с накидом. И сюда же еще один столбик с накидом. Вот. Должна получиться вот такая вот красота. Идем дальше. Делаем 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика нижестоящего ряда. Раз, два. В третий столбик ныряем. Провязываем столбик без накида. Угу. Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Пропускаем 2 столбика. Раз, два. В третий столбик провязываем столбик с накидом. Все, на этом получается наш раппорт закончился. Дальше идет только повторение. Итак, провязываем 3 столбика с накидом. Раз, два, три. То есть самым первым столбиком у вас получилось 4 столбика с накидом. После 4 столбиков мы провязываем точно так же. 3 столбика с, получается, одним основанием. Следующий столбик. Раз столбик с накидом. Сюда же 2 столбика с накидом. Сюда же 3 столбика с накидом. Пропускаем 4 столбика. Раз, два, три, 4. В 5 столбик делаем точно так же. 3 столбика с накидом. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. 2 столбика пропустили. Раз, два. В третий провязали столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Опять 2 столбика пропустили. И в третий столбик провязываем столбик с накидом. И так далее полностью до длины вашего образца вы вот так вот повторяете. Понятно? Вот. Должна получиться такая красота. Столбики, 3 столбика, 3 столбика. Потом получается цепочка воздушная, да, цепочка воздушная. Столбики, опять 3 столбика, 3 столбика. Цепочка воздушная, и так далее до конца ряда. Давайте, в конце ряда я вас встречаю. Договорились? Так, смотрите. Вот, все аккуратненько, все ровненько получилось. И заканчиваем, получается, мы ряд. Провязали 4 столбика и последний вот наш кромочный столбик 5. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. Далее следующие наши 3 столбика провяжем просто обычными столбиками с накидом. Раз, столбик с накидом. 2 столбик с накидом. И 3 столбик с накидом. Вот в этот последний столбик мы провяжем с вами 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2, сюда же 3. Теперь смотрите, вот эти вот наши арочки из воздушных, да, цепочек мы пропускаем, эту пропускаем, перепрыгиваем сразу же на столбик. Понятно? И провязываем за верхушку этого столбика 3 столбика с накидом. Раз, сюда же 2 и сюда же 3. Угу. Вот так вот у вас получится. Далее что мы делаем? 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите внимательно. Вот у нас в предыдущем ряду было 3 столбика, да, с накидом. И мы сразу же перепрыгивали, вязали 3 столбика с накидом. Между ними, получается, ну, сформировалось, назовем его окошечко такое. Мы в это окошечко нырнули, вытянули ниточку и провязали столбик без накида. Понятно? Дальше 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И смотрите, вот наши 3 столбика. Раз, два, три. Помните, мы провязывали из одного столбика. Так вот, первые 2 пропускаем, а в третий столбик нырнули и провязываем столбик с накидом. Раз. Идем дальше. Следующий столбик. Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Как только 4 столбика провязали, да, вот наши 4 столбика в самом начале, мы опять провязываем в последний столбик 3 столбика. Понятно? Итак, вот он, последний наш столбик. Мы в него провязываем 3 столбика. Раз. Сюда же 2. Сюда же 3. Есть. Теперь опять, получается, полностью перепрыгиваем вот эту вот галочку нашу к следующему, последнему, да, вот такому вот столбику и провязываем здесь за верхушку 3 столбика с накидом. Раз,
2, 3. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. Проваливаемся вот в эту арочку между тремя столбиками. 3 столбика и 3 столбика. Вот в это окошечко провалились. И провязали столбик без накида. Есть. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот эти столбики. Раз, два, три. К третьему присоединяемся. Опять начинаем провязывать наши столбики с накидом. Понятно? То есть, по идее, вы повторяете полностью первый ряд, да, но вот с таким вот небольшим, как бы, особенностями провязывания именно во втором ряду. Поняли? Все. И вот так вот до конца ряда. То есть, получается, у нас сохраняется 3 столбика, да? Такая же у нас есть, получается, бабочка, да, вот такая вот рогаточка, арочка, как мы назовем, из воздушных петель, галочка, да, опять столбики обычные, потом опять 3 столбика, галочка из воздушных петелек и так далее. Давайте до конца ряда, в конце ряда я вас встречаю. Так, смотрите, вот такой вот незатейливый ажурчик у нас начинает вырисовываться. Далее что мы делаем? Опять, да, вот мы закончили, получается, у нас 5 столбиков с накидом. Далее 3 петельки подъема. Раз, два, три. Поворот. И мы провязываем, получается, первые 3 столбика опять. Первый столбик. Второй столбик. Столбики с накидом. Третий столбик. Так. И теперь мы с вами повторяем точь-в-точь, как мы провязывали второй ряд. Второй ряд, конечно, повторял первый, да, но именно особенность его провязывания. То есть сейчас мы с вами в последний наш вот этот вот столбик провязываем 3 столбика с накидом. Итак, нырнули, вытянули ниточку, раз столбик с накидом, сюда же 2 столбик с накидом, сюда же 3 столбик с накидом. Сразу же перепрыгнули, да, помните? Вот наш, получается, столбик, первый из 3. Провязываем раз столбик с накидом, 2 столбик с накидом, 3 столбик с накидом. Угу. Теперь 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И ныряем вот в это окошечко между столбиками и провязываем столбик без накида. 3 воздушные петельки. Раз, два, три. И вот из этих 3 столбиков, которые были провязаны с одним основанием, да, мы отсчитываем 2 столбика. Раз, два. И в третий ныряем и провязываем столбик с накидом. Раз. Поняли, да? Столбик с накидом 2. Столбик с накидом 3. Столбик с накидом 4. Все. И опять у нас пошли здесь 3 столбика, да, перепрыгнули здесь 3 столбика, провязали затем в арочку воздушные петельки столбиком без накида. Поняли, да? То есть у нас получается дальше будет только повторение. Все. Вот и вся особенность данного узорчика. То есть узорчик представляет собой всего лишь только один ряд. Понятно? И вы каждый раз, да, провязали до конца, начинаете следующий ряд точно так же. Провязали, следующий ряд точно так же. Провязали, следующий ряд точно так же. Понятно? И у вас постепенно узорчик будет как бы, ну так вот немножко смещаться в шахматном порядке. Вот эти вот арочки, да? Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков. Те, кто умеет, разбирается в схемах, да, и умеет вязать по схеме, я схемку прилагаю. Да, схемка там, конечно, начинается слева, я начала справа. Но я думаю, кто разбирается в схемках, поймут, что это не принципиально. Узорчик интересный, узорчик необычный. Смотрите на схемку, вяжите. Встречаемся через несколько рядочков. Итак, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вот по итогу какая получается красота. Вы видите, да, что узорчик получается сам по себе вертикальный. Вот она дорожка идет, видите, что они как бы располагаются так вот наискосок, да, друг дружки столбики. Очень красиво, несложно совсем, да, и получается вот эти вот столбики, которые здесь находятся, вы же можете самостоятельно их количество расширять, убавлять, да. Класс, как вы думаете? Кто меня спрашивал, вертикальные узорчики? Вот вам, пожалуйста, вертикальный, да, он будет как бы стройнить, да. И смотрите, что цвет розовенький, да. Вот, опять же, кто спрашивал, что, возможно, ажурный узорчик, но не сильно дырявчатый. Ну вот, не сильно дырявчатый. Увеличивайте здесь количество столбиков, будет не сильно дырявчато, правильно? Конечно, воздушных петелек много, узорчик тянется за счет воздушных петелек, видите?
Узорчик получается двусторонний. Выбирайте любую сторону и вяжите с большим удовольствием. Выбирайте любые ниточки. Летние ниточки, будет летние у вас получается маечки, топики. Если это будут ниточки демисезонные или зимние, это может быть и плед. Посмотрите, да, какой будет интересный ажурный плед. Это может быть и шарфики, и снудики, и кофточки, и кардиганчики. Шикарно будет, согласитесь, да? Давайте замерим. Я, например, да, вот набирала этой же пряжей, тем же крючком, этой же плотностью вязания 50 воздушных петель. В моем случае, сколько же это получится? В моем случае это получается 17 сантиметров. А здесь очень просто легко посчитать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 и 18. 18 рядочков. Так, сколько же это будет? Это будет, ну, практически 14 сантиметров. Смотрите, как удобно заканчивается, да, то есть вы можете, получается, точно так же повторить, как в самом начале, видите, точно так же получается, там, где столбики, столбики, так, там, где, получается, помните, делали вот такую галочку, я провязала, конечно, столбик с накидом, но в дальнейшем я так понимаю, что лучше закончить, знаете как, здесь будут столбики без накида, а вот там, где галочка, будет столбик с накидом. Дальше столбик будет без накида, столбики без накида, поняли, да, чтобы выровнять, чтобы таких дырок не было. Вот. И обратно возвращаясь по количеству воздушных петелек. Там, где 4 петельки, 4 столбика. Там, где 2 воздушные петельки, 2 столбика. Поняли, да? То есть то же самое количество столбиков у вас по итогу получается. Ну как вам? Кто-то вязал данным узорчиком? Если вязали, рассказывайте, что вязали. Нам интересно. Кто не вязал, придумывайте идеи, подбрасывайте в комментарии. Хорошо? Я надеюсь, сегодняшнее видео вам понравилось. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал, впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Нажимайте плюсик под видео внизу, так вы сохраните себе в свои плейлисты данное видео, посмотрите в удобное для вас время. Всем ровных петелек, встретимся в новых видео. Пока-пока.